Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и три главных события. У нас сегодня две колоды, и первая – это колода добра. Поэтому давайте будем добрее к самим себе, к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И у вас теоретически, планетарно, правда, и октябрь месяц может носить некоторые коррективы в ваши планы. Но это за счет того, что, ну, наверное, Вселенная хочет вас провести теми дорогами судьбы, что означает как ваша миссия. Поэтому быть готовым где-то как и к неожиданностям, так и помните, что это какие-то возможности. Но для вас как раз открывается как новый период. Вот совсем скоро, да, вы уже сможете какой-то переход осуществить, когда планета Плутон перейдет 20 ноября окончательно ваш знак. И это как новые возможности, новая ступень развития вашего творчества или каких-то ваших амбиций. Безусловно, это элемент свободы присутствует и вашей индивидуальности. Ну, давайте мы посмотрим, что нам скажут карты. И я приглашаю вас на свой сайт и посмотреть разные планетарные видео. Оставлю ссылки в описании под видео, как и на сайт. Но у меня есть планетарные гороскопы, есть и статьи самые разные. Переходите, читайте, смотрите. Можно перейти в плейлисты по своему знаку зодиаку солнечному или по асценденту посмотреть на своих близких видео. Мы идем вперед. Первая карта, которую мы с вами достанем. Что придет в октябре? Как видят карты? С чем это может быть связано? Итак, что же к вам придет? На порог, если мы говорим события на пороге. А что уйдет? И я имею в виду не то, что кто-то уходит, а именно завершение какое-то. Ну, может быть, и, конечно, с человеком это связано, почему нет? Но больше я подразумеваю те дела, которые вы сумеете как раз подвести к какому-то итогу. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться, а на что соглашаться, что для вас будет более приемлемо, более со знаком плюс. И чего опасаться. На колоде Таро. Три главных события. Возможно, это сферы жизни, где события будут происходить или новости какие-то. Давайте узнаем. Я достану три карты для вас, мои дорогие водолеи. Первое событие. Второе событие. Две карты. Третье событие. Итак, что же придет? Вестник воздуха. Можно сказать, что какое-то решение от вас потребуется, причем такое, когда быть честным самим собой. По вестнику воздуха мы не можем, с одной стороны, наше желание или какую-то мечту еще раз задвинуть на потом. Приходит какая-то действительно к вам возможность, но от вас потребуются очень взвешенные какие-то решения. Причем такие хладнокровные. Вам нужно будет что-то просчитать. Вам нельзя, знаете, согласиться на то, что будет означать какую-то рутину. И с другой стороны, нельзя нарушать конкретно закон, смотря чего касается. Вроде как нужно все, чтобы документы были в порядке, такой тонкий нюанс. Вот этому уделить внимание. По этой карте мы можем признать и наши собственные ошибки, что мы в чем-то заблуждались. И, видимо, вот такая небольшая, все-таки это вестник, не такая крупная карта. Перезагрузка для вас совершенно необходима. Почему? Потому что мы делаем выводы по этой карте, именно основанные на опыте. И какая-то быстрота реакции, не упустить какую-то возможность, значит, правильно оценить, что же есть в данный момент. Оценить как и свои мечты или свои намерения, и какую-то реальность. Может быть, в течение октября вам придется быть в этих энергиях не один раз. Что же уйдет или что завершится? У вас какой-то вопрос, к которому, возможно, вы приступили ранее. Или то, к чему вы, допустим, всегда хотели это попробовать. Или
Это означает какая-то возможность, которая к вам пришла накануне, может быть, октября, где-то в сентябре. Вы уже потеряли терпение чего-то ожидать. И тем не менее, нулевой аркан, да, это всегда как какое-то начало. И правда, вы проходите это начало, у вас будут быстро развиваться события, будьте, в принципе, к этому готовы, потому что что нам говорят? По этой карте идет энтузиазм. И в этой колоде карт нам говорят, что энтузиазм не всегда сочетается с логикой. Первое, да, это у нас мечи, логика, рационализм. И практичностью. Второе, это у нас пентакли, но пока не выпали еще. Но о чем хочет сказать карта? Да, какое-то начинание есть, какой-то юношеский запал, может быть, тоже есть. Что-то хочется осуществить. Но все то, что я говорила по вестнику воздуха, это нужно переложить, с одной стороны, на какие-то практичные рельсы, с другой стороны, логикой руководствоваться или, может быть, и разузнать, как какое-то дело оформить правильно юридически. Нет, понимаете, самого по себе импульса. Он должен быть подкреплен либо знаниями, у кого-то знанием законов, у кого-то практикой или буквально как будет развиваться ваш материальный вопрос. Я говорю, к примеру, ведь тут у каждого что-то по-своему. И пусть даже это касается карты отношений, значит, есть какой-то уже новый этап, новый виток в вашей жизни. Но быть как рациональным практиком совершенно необходимо. Нет места, знаете, как и риску, с одной стороны, и такой слепой восторженности. Но всегда эмоции проходят, поэтому как-то в более полезную плоскость эмоции нужно перевести. Что же будет продолжаться? Жизненный экзамен. У кого-то буквально может быть новое обучение, к которому вы приступили или приступаете в октябре. И вы завершаете, будет продолжена уже ваша новая миссия или новая работа, вы новый специалист. По этой карте, безусловно, еще идут и жизненные экзамены, когда мы меняем словно наш, возможно, статус в последующем или переходим на какую-то новую ступень нашей жизни, переворачиваем словно страницу жизненной повести или пьесы. Поэтому не заканчиваются перемены, как я уже сказала, все только начинается. И поэтому для вас может эта карта означать как работа в команде, или когда продолжается закладка какого-то надежного фундамента, или вы будете для себя определять по части социума, ближайшего окружения, кто со мной, кто моя команда, кому я могу доверять. По этой карте идет и последующее обучение тоже. Поэтому развитие, саморазвитие, улучшение какой-то финансовой ситуации, вот это будет продолжаться. Чем не соблазняться? Вы знаете, я могу сказать так. Посмотрите, прекрасная карта самодостаточности. И тем не менее, чем не соблазняться? У кого-то могут быть, ну, буквально каким-то подарком. Может быть, не соблазняйся. Кто знает, может быть, это тебя с пути истинного. Ну, так хотят потешить твое самолюбие, увести. Я надеюсь, это, может быть, для одного-двух может проиграться, но я должна это озвучить. А вообще нам говорят, что деньги есть, деньги будут. Но это денежная карта или карта самодостаточности. Чем не соблазняться? И значит, какой-то вопрос у вас получится финансовый осуществить. Но на этом успокоиться нельзя. Вам действительно нужно, может быть, имеющиеся средства как-то продумать, как правильно распределить, укрепить эту самую финансовую базу. Или нам говорят практичность и логика. Значит, не время рисковать собой финансами, несмотря на то, что деньги есть. Может быть, и не время где-то быть чересчур прагматиком, потому что здесь, смотря какое предложение, могут ведь наобещать золотые горы. И если мы где-то так перестанем быть рациональными, мы можем довериться кому-то. Вот этот момент тоже, он присутствует. И часто по девятке Земли это идет самодостаточность, прекрасное качество. Но иногда самодостаточность переходит в самонадеянность. И вот тут это нам не всегда помогает. Поэтому, ну, где-то вам придется словно заложить
новые методы или перевести какое-то ваше желание, намерение или приложенные первые шаги, усилия, но вам все равно это переложить как на новый уровень, в новую плоскость, дать продолжение тому, что вы уже начали осуществлять. На что соглашаться? Ваша карта. И это, кстати, карта независимости. Это карта мудрости, мудрых решений. И ваша стихия как раз и говорит о том, что будь как аккуратен в вопросах финансов, будь аккуратен в юридических вопросах. Тебе это как будто помогает. Ну, больше где-то действуй не с позиции эмоций, а больше, когда ты видишь, что происходит вокруг тебя. Где ты себя подстраховываешь буквально в документах. И если мы говорим карта независимости, ведь это не значит, что мы кому-то доказать что-то пытаемся. Нет, здесь больше на самосохранение. И поэтому вверху у нас карта шута. Поэтому нет места риску, мы с вами об этом сказали. И вот это должно, вот такие энергии должны быть продолжены. И нет места риску буквально и финансовому тоже. Может быть, деньги к вам приходят, мои дорогие, и их как будто нужно сохранить. Или как будто продолжить обучение, чтобы в последующем эти деньги правильно вложить. У кого-то может быть и так. Финансовую какую-то историю нужно продумать не в моменте октября, а на какой-то еще более далекий срок. Как будто в этом есть свой резон. И об этом нам говорят, что да, вот эта сильная самооценка и мудрые решения вам необходимы для организации какой-то с элементом новизны в вашей жизни. Чего опасаться, Вестник Земли? Опасаться того, что все будет продолжаться как-то по накатанной колее. Или то, что, ну, вот то, что у меня сейчас. У вас будет период такой в октябре, когда, безусловно, вам может, ну, так, или дела идут хорошо, или дни такие будут, когда вы чувствуете себя уверенными. И создается некоторая иллюзия, что, ну, основные перемены, они уже произошли. А нам говорят, что нет, у тебя на лет 10-20, как по Плутону, еще впереди какой-то долгий путь. И поэтому ты просто, у тебя сейчас даются возможности как раз на лет 10-20 заложить прочный фундамент и укрепить собственного успеха, чтобы в последующем состоялась самореализация. Можно сказать, чего опасаться, еще и такой момент. Знаете как, люди могут вас окружать самые разные. И есть такой элемент, поскольку еще тем более у нас и шут выпал, что уйдет. И нам карта говорит, риска не должно быть, риск должен уйти. И, кстати, по вестнику земли идут люди надежные, люди честные. Но у вас позиции чего опасаться, значит, не все могут быть надежными и не все могут быть честными. И от вас потребуется определенная выносливость, правильно распределить собственные силы, определить, кто есть кто. Правда, быть реалистом. Первое важное событие, главное событие, действительно, шестерка жезлов, нечего добавить. Это карта победителя. Это карта сама по себе победы, решение какого-то вопроса. Может быть и сложного, запутанного, но карта говорит сразу. Ты не можешь расслабляться, иначе все пойдет наперекосяк. Ты должен контролировать, ты должен усиливать эту победу, свои завоевания, не рисковать своим добрым именем. Вообще всяческий риск должен быть как бы исключен. Да, у тебя получилось что-то осуществить, а теперь удерживай. Вот как будто так. Чем дело кончится? Хотя понятно, чем кончится, но тем не менее. Тут как по судьбе какая-то история. По карте Иерофант тоже, в общем-то, не совсем об окончании каком-то. Это карта обучения. Да, у кого-то из вас это могут быть согласованы важные документы. Безусловно. Какая-то, как этап жизненный пройден, вы получаете важные бумаги, и теперь этого перед вами открывает новые возможности. Но опять же, не для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы для себя сделать что-то в новом ключе, с большим воодушевлением или то, о чем вы, может быть, мечтали. Для тех из вас, кто стремился, допустим, вы педагог, получить
какую-то в более высокую должность, у вас есть все возможности. Кто-то, может быть, и диссертацию пишет прекрасно, блестяще, вы ее защитите, и у вас, может быть, кандидатскую написали, а докторскую пойдете, или, ну, какая-то карьера, прямо как, есть такое выражение, сам Бог велел, правда? У вас, для всех, где-то в каком-то контексте вот этой победы для всех водолеев, та победа, которая должна быть приумножена, продолжена, но сделать это нужно очень красиво, элегантно, грамотно. Все-таки по иерофанту, как и надежные люди проходят, как и нет финансового риска, этот момент тоже, так и когда мы знания превращаем в какую-то практику или не просто знания ради знаний, а для того, чтобы что-то воссоздать в реальной жизни. Чем сердце успокоится, хотя тут не совсем про, ну вообще нам какие-то новые предложения, правда, что-то будет продолжаться. Может быть, у кого-то и личная история, но я все-таки вижу иерофант и туз кубков. Это, знаете, чувство внутренней самодостаточности, наполненности. Вы будете более уверенно себя чувствовать, но самонадеянным быть не стоит. Правда, что-то получается у вас очень красиво. И открывает какие-то новые перспективы. По пажу жезлов это всегда, как второе событие, это новый путь. Это новые идеи где-то, не без этого. И есть такой момент. Авантюра, риск. Или начало нового проекта. Поэтому нам карта Шута сказала, никакого риска и никакой авантюры. А вот новый путь какой-то с новыми возможностями. Потому что итог вы подводите. И будет этот итог, вот как по девятке земли, финансовый, значит подумать перед тем, как вложить, допустим, или инвестировать во что-нибудь, или в какое-то конкретное дело, или пусть даже вы инвестируете в самих себя. Тогда четко надо понимать, что я буду изучать, к примеру, как я буду это продвигать. Тогда нужно просчитать что-то. Чем дело кончится? Что это за проект? Это могут быть и дела, связанные с вашими детьми. Будьте готовы к тому, что с вами могут спорить, с вами могут не соглашаться. Вы столкнетесь с разными людьми, и, в принципе, какой-то проект, он не пойдет гладко. И вам самое главное быть уверенным в собственных силах и при этом одновременно быть дипломатом. Вам придется где-то обходить как и острые углы, так и спокойно реагировать на людей, которые не сдерживают в себе эмоции. Чем дело кончится, может быть, и у вас где-то будет такое желание. Вы начинаете какой-то проект, и вы можете что-то не довести до конца. С учетом, вы можете, к примеру, да, с учетом рыцаря мечей столкнуться с какой-то бюрократической проволочкой, вы махнете рукой и скажете, да пошло, но не хочу я этим заниматься. Вот есть такой риск. Как будто не хватило терпения. Или вы можете столкнуться с конкретным человеком, который, ну, по какой-то причине вас не одобряет. Или ему не нравится ваш проект. Ну, так это ведь ничего не значит. То есть где-то не сдавайтесь при первой неудаче, а пытайтесь найти обходные пути, чем сердце успокоится. Ну вот только вы определяете, чем сердце успокоится. Да, тут не успокоится, безусловно, нам уже и, в общем-то, об этом сказали. Твое сердце будет более спокойным, когда ты больше внимания будешь уделять какому-то проекту своему или своим начинаниям. Не перераспределять, может быть, кому-то то, что ты должен сделать сам. Потому что впереди ведь у нас рыцарь мечей. И если вы кому-то доверите свое детище, упустите контроль. Мы только об этом говорили. Тут действительно не просто пойдет наперекосяк, а тут сам проект, хотя он блестящий и шикарный, может зайти в тупик, мои дорогие. Вот правда, тут что-то надо как-то вам подойти, просчитать, может быть, свое время, чтобы буквально распределить, нам эта карта говорит, режим труда и отдыха, чтобы вас на все хватило. Давайте карту совет. Что же это такое? А вы знаете, как будто если вы откажетесь, вы сделаете какую-то большую ошибку. Карта мир, опять же, итог. С одной стороны, вас ожидает блестящий результат, как ваше начинание или вот какая-то новая идея. У вас может быть признание, увеличение вашей популярности. Здесь может произойти как раз по данному вопросу, теме, делу, проекту, назовите как угодно.
Или пусть это даже у кого-то из ваших детей, мои дорогие. Дети могут быть популярными. Значит, тогда их лучше нужно поддерживать, даже если вы не разделяете их проект. Ну вот они как-то видят по-своему. Я могу это предположить. Но и для вас-то самих, то, что сначала идет в кривь и в кость, то, что сначала очень сложно разобрать вообще, что с этим делать, как к этому подступиться. И тем не менее, при должном внимании к этому делу, вопросу, при должной где-то взвешенности эмоций и возможностей, при должном отдыхе, потому что, помните, уставшие люди делают ошибки. Вы все равно сумеете что-то блестяще закончить, и вы останетесь более чем довольны. Итоговая карта, когда мир буквально восстанавливается, воцаряется наконец-то. Или когда мы получаем те уже наши заслуги, которые истинно наши, не чьё-то там, ну, как помощь или как манна, да, небесная, или, будем говорить, протежирование там чего-то. А нет, это именно ваши какие-то достижения с блестящим итогом. Третье событие. И снова у нас выпадает девятка монет или девятка земли, карта самодостаточности, деньги есть, деньги будут. И карта нам еще раз, кстати, словно хочет напомнить в заключении нашего расклада, здесь ведь у нас позиции «чем не соблазняться», и мы говорили, я уже не повторяюсь, где-то самонадеянность, деньги есть, это правда, и они у вас будут, но правильно распределить. Вы можете конкретно поругаться из-за денег. Или прежде был конфликт из-за денег. И для вас как-то, ну, видимо, вот эту позицию, которая так сложилась уже, для вас нужно будет прояснить. Для вас, скорее всего, мои дорогие водолеи, придется обойти какие-то острые углы, чтобы не усиливать какую-то конфронтацию. И для вас это будет означать, ну, как вы нейтрализовали что-то. Вам будет, вы для себя что-то сделаете, как преувеличите эти самые деньги, понимаете? Может быть, вы их правильно как-то будете расходовать. Или если был конфликт с конкретным человеком, может быть, чтобы в последующем этот человек вам не вставлял конкретно палки в колеса, потому что, ну, понимаете, тут есть такой момент, что мы чего-то не ожидали, а нас какое-то разочарование может настигнуть. И это именно денежный вопрос. Или практичный какой-то вопрос. Опять же, не рискуем собой. И более такие нейтральные энергии вам, я так вижу, будут полезны. И самое главное, конечно, быть честным с самим собой. Давайте спросим, чем дело кончится. По крайней мере, ну вот какие тенденции у какой-то денежной темы или финансового вопроса, как видят карты на октябрь. Чем дело кончится. Может быть, для кого-то как раз выход из какого-то безденежья. И тогда нечего ждать. Уже все понятно, все сроки прошли. Надо на что-то вам решаться. А вы словно боитесь открыть глаза. По девятке мечей это то состояние, когда мы боимся даже принять какую-то реальность. Мы чего-то не видим. А для вас, наоборот, нужно быть реалистом. Ведь мы как раз делаем больше всего ошибок по этому вопросу. Где-то карта пересекается с тем, что уставшие люди тоже делают ошибки, потому что по этой карте проходит инсомния или бессонница, и она может существенно помешать. Ну, согласитесь, если мы ночью не спим, а даже пусть обдумываем какой-то проект, ни одна умная мысль рациональная в голову не придет. И вообще это своеобразный переход, я бы сказала, от самоосуждения к самосостраданию. Будьте добрее к самим себе. И помните, что страх искажает реальность. А для вас реальность, она архиважна, чтобы чего-то не упустить. Чем сердце успокоится, успокоится, правда. Какой-то вопрос у вас может решиться. Это карта умеренности, это карта возможностей. И это карта, кстати, тех возможностей, как не случайные случайности могут прийти. Конечно, это не для всех, но держать руку на пульсе определенно стоит. Или быть внимательному к тому, что вокруг вас происходит. А также карта говорит умеренность и терпение во всем. И тогда сердце определенно успокоится. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.